Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. С вами команда Юпитер Стар, и я Валентин Бахвалов. И сегодня хочется обсудить такой вопрос, как назревающий мировой кризис. Способен ли он заморозить российские стройки и обанкротить девелоперов? Цены и спрос на жилье рухнут или нет? Правительство США опасается, что продолжающийся кризис в сфере недвижимости в Китае может спровоцировать мировой катаклизм. До кризисного состояния КНДР довела задолженность крупнейшего девелопера Evergrande, компания на грани дефолта. Эксперты рассказали, чем грозят обернуться для российского рынка недвижимости события в мире. В текущий момент проблема не только у крупнейшего застройщика в Китае Evergrande, но и также другие компании, как Cynic Holdings и China Properties Group, заявили недавно о возможном дефолте в связи с невозможностью совершения выплат по офшорным облигациям. Данные новости настораживают тем, что в худшем сценарии возможен эффект домино. Дефолт нескольких компаний может перерасти в серьезные проблемы для всей отрасли. Международные рейтинговые агентства уже существенно снизили рейтинги китайских девелоперов. В общей сложности сектор недвижимости занимает 25% в структуре ВВП Китая, и кризис в данном секторе может перейти и на финансовый рынок. А это как раз и вызывает опасения, так как именно финансовый кризис может оказать влияние на рынок недвижимости в России. По прошлому опыту, когда разгорелся мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, многие застройщики, в том числе и крупные, обанкротились. Те, кто остался, столкнулись на тот момент с существенными проблемами привлечения банковского финансирования. В случае кризиса можно ожидать снижения цен и падения объема платежеспособного спроса, и заморозки строек и проектов, уверены эксперты. Данные явления предположительно будут носить краткосрочный характер – 1-2 года, заявили эксперты. Давайте разберемся, так ли все это на самом деле. Наблюдатели уверены, что нынешняя сложная ситуация на рынке жилья не дорастет до размеров кризиса 2014-2016 года, поскольку Китай решил многие проблемы, предопределившие прошлый обвал рынка. В частности, к минимуму сведено влияние спекулятивного капитала на рост цен, после того, как в 2017 году государство устами председателя КНР выдвинуло тезис «жилье для жизни», а не для спекуляций. Кроме того, нет существовавшего в начале прошлого десятилетия огромного избыточного предложения жилья, когда по стране стояли целые незаселенные мертвые города, а площадь простаивающего жилья равнялась территории всего Сингапура. Основной причиной нынешней турбулентности экономисты называют существовавшую долгие годы практику слишком быстрой экспансии девелоперского бизнеса за счет стремительного наращивания объемов, привлечения заемных средств. После того, как в середине 2020 года власти ввели ограничения на кредитование девелоперов, те не смогли привлечь достаточно средств для обслуживания уже имеющихся долговых обязательств. В результате в январе-сентябре нынешнего года китайские девелоперы объявили дефолт по облигациям на общую сумму 46,8 миллиарда юаней, это приблизительно 7,3 миллиарда долларов, с ростом на 159% в годовом исчислении. С долговым кризисом столкнулся крупнейший в Китае застройщик Evergrande. Такая ситуация привела к резкому падению уверенности банков, которые еще сильнее ужали кредитование девелоперов. Чтобы привлечь капитал, застройщики начали ронять цены в целях увеличения продаж. Однако это, в свою очередь, повлекло падение уверенности покупателей, которые заняли выжидательную позицию. В результате в сентябре продажи от недвижимости от 100 крупнейших застройщиков упали на 36,2% в годовом исчислении. В октябре на 32,2%. Проседание рынка в эти 2 месяца вызвали наибольшую обеспокоенность, поскольку именно сентябрь-октябрь являются золотым временем, когда на рынке недвижимости КНР традиционно царит оживление в связи с национальными праздниками. Чем это грозит? Провал на рынке жилья способен создать мощные проблемы для китайской экономики, ведь сектор недвижимости, по оценкам TF Securities, приходится 13,5% национального ВВП, а с учетом сопутствующих секторов, вроде производства строительных и отделочных материалов, более 20%. Его вклад в национальный экономический рост достигает 25%. Таким образом, проблемы строителей могут аукнуться всей национальной экономике. Резкое падение активности застройщиков повлечет падение спроса на стройматериалы, особенно сталь, строительную технику, бытовые приборы. Падение объема продаж земли под застройку оставит пустыми бюджеты властей на местах, которые на треть и более наполняли казну именно за счет продаж земельных участков. Это снизит инвестиционную активность местных властей, отмечает ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ван Тао. По мнению экономистов, при наихудшем развитии ситуации проблемы на рынке жилья смогут уронить в следующем
году темпы национального экономического развития, ниже красной черты, в 4,7%. Именно такой темп требуется на сегодня для выполнения стратегической задачи удвоения национального ВВП к 2035 году по сравнению с 2020. Первой реакцией властей на местах на падение цен стало стандартное «запретить». Многие города в административном порядке начали вводить ограничения на падение расценок на недвижимость. Это уже практикуется в муниципалитетах провинции Шаньдун, Хунань, Ляонин, Юньнань, Хэбэй и Цзянсу. Оперативно приняты и более действенные меры поддержки рынка. Так банки взяли курс на либерализацию ипотечного кредитования. В октябре они на 41% в месячном исчислении увеличили объем ипотечного кредитования, выдав займов на 384 миллиарда юаней. Это приблизительно 129,3 миллиарда долларов. Кроме того, была несколько снижена процентная ставка по этим кредитам. Экономисты уверены, что власти продолжат курс на смягчение финансовой политики в строительном секторе. Новые меры ожидаются в конце 2021 – начале 2022 годов. В результате рынок недвижимости покажет развитие U-образной траектории, считают аналитики. В частности, UBS прогнозирует, что в четвертом квартале падение продаж и количество новых проектов составит 15%. А в 2022 году 10% в годовом исчислении. Точно таким же прогнозом выступает S&P Global, предрекая среднее падение цен на недвижимость по стране в 3% в 2022 году. Важный фактор – продолжение линии властей на борьбу со спекуляциями на рынке недвижимости. Наблюдатели в один голос признают, что эта политика будет долгосрочной и не претерпит никаких изменений. Наконец, весомую сдерживающую роль сыграет замедление темпов урбанизации. В предстоящие 5 лет процент проживающего в городах населения Китая увеличится с нынешних 60,6% до 65%. Однако темпы урбанизации пойдут на спад. Уже сейчас с учетом многосотмиллионной армии рабочих мигрантов в городах живет 75% работоспособного населения. Приток рабочих мигрантов из деревень в города падает с каждым годом, а в отдельные периоды, например, в 2013 году, вообще наблюдается их отток. Таким образом, цикл суперурбанизации остался позади, констатируют эксперты. Менеджеры девелоперских компаний понимают, что время бурного развития сектора недвижимости в Китае закончилось и начинают искать более стабильную работу, пускай с более низкой зарплатой. В 2020 году менеджерам девелоперских компаний впервые не подняли, а сократили зарплату. Падение в среднем составило 5%. Сейчас средняя ежегодная зарплата для менеджера среднего звена в девелоперском секторе составляет 600-800 тысяч юаней в год. Однако многие из-за неуверенности в будущем уходят в государственные компании на посты с зарплатой в 2-3 раза ниже. В среднем они теряют по зарплате 200-300 тысяч юаней в год, но зато обретают гарантии стабильности. В целом, наблюдатели уверены, что китайский рынок недвижимости переходит от структуры волнообразного развития со стремительными взлетами и болезненными падениями к более умеренному, но зато стабильному развитию. И теперь встает вопрос, станет ли Китай глобальным триггером шока для мировой экономики и недвижимости в целом? Нам очень важно знать ваше мнение, делитесь им в комментариях. А с вами была команда Юпитер Стар, я Валентин Бахвалов. До встречи в следующих видео. Юпитер Стар.